решила записать вам видео про свой день. Как я провожу свой день. Я думаю, что сегодня мы с вами погуляем. Обязательно я расскажу вам о том, как я провожу свой день в Америке. Сейчас время 9:37 утра. Я только проснулась. Дело в том, что вчера очень поздно легли спать, потому что смотрели новый фильм русский «Левиафан». И он идет очень долго. Вот. Фильм, кстати, есть с английскими субтитрами. Я вам обязательно скину ссылку на него в группе. Фильм очень тяжелый, на самом деле, и мне кажется, что тем людям, которые никогда не жили в России, будет тяжело вообще понять, в чем месседж этого фильма. Не знаю, мне было очень грустно и тяжело его смотреть, потому что, это на самом деле в России все так и есть. И это очень ужасно. Поговорим с вами о чем-нибудь хорошем. После я, конечно, иду в душ. У меня здесь много всяких штук, которых я очень люблю, обожаю, всяких средств. И как любой видеоблогер, даже не столько видеоблогера, как любая девушка, я обожаю собирать всякие классные штуки. Например, кто живет в Америке, наверное, знает такое средство. Это очень классная вещь для разглаживания волос. Если меня сейчас смотрят девочки, я вам очень советую. Очень классно помогает, волосы становятся очень гладкие, шелковистые, красивые. Очень люблю органовое масло. Это и для мальчиков. Утро, видите, у меня голос еще. Еще я очень люблю всякие масла для тела от The Body Shop. Очень нейтральный запах, можно мальчикам даже. Цитрусовый запах, он очень едкий, невозможно вообще. Воняешь этим апельсином, как будто ты сам апельсин, не знаю. Летная вода из Victoria's Secret, много всяких штук интересных. Вот, у меня волосы выглядят до мытья, но я обязательно, я вам покажу еще, как они выглядят после моей укладки вот этими средствами. Вот, друзья, я высушила свои волосы вот с этим вот средством. Вам покажу. Smooth Fusion. И своим любимым органовым маслом. Где оно у меня лежит? Не вижу, как оно делалось. Вот. Такие вот у меня волосы стали. Они очень живые, блестящие. Очень классная вещь. Я вам очень-очень советую. Мы с вами идем на улицу. Наконец-то. Я собралась, накрасилась и готова к новому свершению. С вами пришли в парк. Lake Union парк. Очень красиво. Я вам уже показывала его, по-моему. Сегодня немного народу здесь. Зашла в магазин, купила себе новую помаду. Сейчас буду тестировать, показывать вам. Пипец в том, что я успела покушать, но я забыла про фотоаппарат, вообще про то, что я хотела вам показать, что я кушаю. Поела в китайском ресторанчике. И только когда я все съела, я вспомнила, что я хотела вам заснять ресторанчик вообще и все, и поняла, что показывать вам остатки моей еды будет как-то не очень, наверное, прилично. Вот, поэтому сейчас с вами немножко прогуляемся, потом пойдем с вами покупать морковку в магазин. Я буду делать плов сегодня. Будете делать плов со мной вместе в мультиварке. Надеюсь, что он получится. Если не получится, все равно повеселимся точно. Вот помада. Кажется, цвет очень повседневный, прикольный, потому что свою помаду я потеряла успешно от Make Up Forever.
Сейчас я смонтирую вам фрагмент, где я уже с новой помадой. Такая розовая помада. Не думаю, что она будет настолько розовая, если честно. Не ожидала, но думаю, пойдет для повседневного ношения. Самое то, что нужно. Это, кстати, музей истории Сиэтла. Если вы когда-нибудь будете в Сиэтле, сходите туда, там очень интересно. Хай, не знаю, как правильно говорить. Мой любимый трамвайчик, сейчас мы на него сядем и поедем с вами в магазин за морковкой. Как я его люблю, обожаю. Ну все, пошла. Магазин. Стоит кучка. $10. Грудки. О, то, что нужно. Такие маленькие кусочки, они очень классные, сочные, очень здорово получится в горе. Еще нужно взять морковку. Такие вот очень классное место. Вот здесь польет сейчас водичка, не знаю. Конечно, многовато будет. О, видите? Классно прыскивается водой все. Сразу такие маленькие морковки. Или вот такие лучше взять. Эти как-то не очень нравятся. Возьму я лучше эти. Такая морковь здесь стоит $2. Вот, 1,99. Вот такая вот вещь. Пойдем готовить плов. Мы с вами наконец-то пришли. Фух, можно передохнуть и начать готовить плов. Делается он очень быстро. И я думаю, этот рецепт вам пригодится, особенно парням. Потому что парни не любят очень долго готовить, они любят, что быстро все побросал и забыл. Парни, я тоже так часто делаю, поэтому все окей. Сейчас будем готовить. Сейчас, пока пришла домой, пока я буду готовить плов, начинаю загружать новые видео. Последнее видео из недели жирафа с акулой. Видите, как оно загружается. Так я это делаю. Сначала я делаю приватный доступ до того момента, пока не напишу субтитры. Поэтому, когда я уже выкладываю вам свое видео, оно уже было загружено часа, наверное, 3 назад. Когда я готовлю, обычно включаю YouTube и смотрю разные видеоблоги. Ну и так еще мечтаю скорее начать снимать вам видео. Господи, это так... Так мечтаю начать снимать вам видео с машины, мне прям так хочется. Я не знаю почему, прям хочется ставить вам камеру, показывать вам Америку. Мне потому что здесь очень сильно нравится. Погода здесь сейчас, смотрите, какая классная, сейчас я вам покажу. Какая красота вообще. Единственный вопрос, вот что вот это такое. Просто, ну реально, я как-то просыпаюсь, смотрю в окно и думала, что у меня глюки начались. Ну такая хоп, голову подняла, думаю, что за веревки? Повеситься кто-то решил. Угу. Такая вот ерунда. Просто пипец. У нас тут стройка. Вот здесь стройка, друзья, и вот здесь стройка. И вот мы когда ложимся спать, вот эта вот стройка начинает копать яму. Они сейчас там копают яму. Они копают еще и ночью. Потому что днем, видите ли, нельзя им вывозить землю, иначе они перекроют дорогу. Реклама айфона, купи айфон. Кто-то в России есть такая поговорка, что хороший товар в рекламе не нуждается. То есть, если что-то хорошее производят, то это и так будем знать. Не надо кучу плакатов вешать. Но, с другой стороны, конечно, у меня сколько было телефонов, iPhone это у меня, по-моему, самый лучший телефон. Я хотела вам показать, видите, сколько с почты приходит. Хотела показать вам классное приложение, называется Argus. Ссылочку я оставлю в описании. Очень крутая вещь, можно, сколько вы сделали шагов за день, вы добавляете, сколько вы там воду же все, сколько вы воды пьете, сколько калорий у вас сожглось. Здесь все, здесь погоду показывать, все. Здесь можно всякие упражнения тоже выбирать, открывать. Здесь еще я просто как ненормально играю в новую игру на iPad с драконами, что-то там делать сейчас.
Она такая классная. Господи, она так не затянула. Я вчера начала в нее играть. И все. Я тут соревнуюсь с драконами. Я всех тут убиваю. Какие-то тут миссии выполняю. В общем, очень классно. Ну что, друзья, у меня все готово для русского плова. Моя мультиварка. На самом деле, плов, конечно же, настоящий делают в казане. Но так как у меня его нет, нет у меня также большого количества времени, потому что вам нужно снимать видео, писать субтитры. Да зачем, в принципе, тратить время, если можно его провести с пользой? Что вот я натерла морковь, курочку нарезала, те грудки, которые мы с вами купили, и лучок. Сейчас я залью сюда масло и буду обжаривать сначала лук, потом морковь, потом буду добавлять курочку. Ставлю режим browning и буду жарить. Короче, засыпала я в морковь с луком курочку, немножко залила водой, все это немножко там пожарилось, и я добавила рис. Поставила на low pressure на 5 минут, и у меня получился прекрасный плов. Вот он. Я уже немножко его покоцала. Рис реально рассыпчатый, очень вкусно. Мне прям очень понравилось. А рис до этого, да, я промыла под водой. Вот видите. Так лучше вот видно, правда. Ну, плов в мультиварке, знаете ли, там за 10 минут я считаю, что это вообще обалдеть. Я считаю, что это очень классно, потому что обычно плов же готовят вообще долго. Если в казане, так там час точно будете возиться. А здесь вообще быстро, вкусно. Покажу, на тарелочку уже наложила. Я наелась плова. О, просто вообще офигенский плов получился. Очень вкусный. Вообще. Я не ожидала, что в мультиварке получится такая вкуснота, серьезно. Я поняла, что я крутая. Вот. Хотела бы вам показать еще немножко свой вид из окна. Там очень классно сейчас видно вулкан наш. Сейчас я вам приближу его. Какой вот он красавец, прям вообще весь в снегу. Я помню, летом он был наполовину в снегу, только верхушка была. А сейчас он прям весь в снегу. Самое главное, конечно, была очень сильно удивлена, когда приехала в Америку, что здесь кругом американские флаги. Везде, в каждом доме американский флаг. Это мой рабочий стол. Здесь я обычно пишу сценарий к моим видео. Либо читаю книжки. Сейчас я читаю эту книгу. Только вот начала. Да, вот еще мой цветок. Антуриум, по-моему, называется. Сейчас цветет. Такой красивый. В общем, если ты за ним хорошо ухаживаешь, он цветет вообще как ненормальный.